Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. По социальным сетям расходится резонансная новость. Под покровом ночи «Газпром» начал демонтаж газопровода Ямал-Европа, по которому газом снабжалась Польша, Германия и прибалтийские страны. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, если можно. Такая, не сказал бы, что сильно качественная утка. Зачем заниматься демонтажом? Достаточно просто прекратить поставки и на этом заканчивается. Ну и кроме того, новость, что по этому газопроводу снабжалась Прибалтика, вообще действительности не соответствует. Что касается сети магистрального газопровода «Сияние-Север», то там технически все исправно. Белоруссия исправно получает газ, ни на что не жалуется. Другое дело, что, наверное, настала пора «Газпрому» жаловаться, поскольку спрос на газ в Беларуси упал на 5 миллиардов кубометров благодаря вводу в строй двух блоков белорусской атомной электростанции. С чем новости связаны? Ну, действительно, давно никто ничего не рассказывал про трубопроводы. Американцы покупали северные потоки, швейцарцы покупали северные потоки. Но все это как-то скучно. Давайте придумаем утку, как мы все взяли и разобрали, сдали в металлолом, не иначе как. Напомню, что магистраль Ямал-Европа, годовая транзитная мощность 33 миллиарда кубометров газа в год. Это первый постсоветский магистральный газопровод в направлении Западной Европы. Долго строился. На тот момент, когда все это стартовало, Польша еще не была участником Евросоюза. То есть 90-е годы и по Польше прошлись ровно так же, как по России, по всем постсоветским государствам проблемы были, но тем не менее достроили. Прекращена работа не по техническим каким-то причинам. Это была контрсанкция со стороны России в ответ на поведение Польши. Консорциум в составе польской государственной компании «Газпрома» был собственником польского участка, и вот там была масса проблем, и подача в суд безо всякого повода, ну и на этом мы все взяли и прекратили. Технически он совершенно исправен, и в том случае, если неожиданно стороны придут к решению возобновить поставки, то здесь никаких технических трудностей не предвидится. Это не северные потоки, взорванные по указке заокеанских хозяев жизни, это не газопроводы по территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, здесь вообще никаких проблем нет с технической точки зрения. Другое дело, что на день сегодняшний Европа плотно перешла на поставки сжиженного природного газа. Поставки со стороны России с 1 января, с момента прекращения транзита через украинскую газотранспортную систему, уменьшились. Поставки идут фактически только по турецкому потоку, по второй нитке, которая уходит внутрь Европы. Ну, не более того, то есть Европа сейчас все это устраивает, несмотря на то, что к зиме они готовились не столь тщательно, как в предыдущие пару лет. Не был выполнен норматив по заполненности подземных хранилищ газа. У некоторых стран с этим совсем беда. Если уж мы касаемся Прибалтики, вдруг вспомнилось, то там единственное в регионе крупное подземное хранилище газа под Ригой в местечке Инчукаунс. Необычное для русского уха название, но подземное хранилище газа тоже называется Инчукаунс. Вот оно заполнено на 50% от проектной мощности. При этом сказать, что здесь большие риски, Прибалтика рискует только деньгами, потому что на день сегодняшний есть плавучий регистрационный терминал в порту Клайпеды в Литве, Independence, независимость, от чего независимость сказать сложно, и 1 на 2 у Эстонии с Финляндией, тоже плавучий, такая же мощность, до 5 миллиардов кубометров газа в год в одном из портов Финляндии, магистральный трубопровод по дну Финского залива проложен, то есть с двух сторон они могут получать СПГ. Мало того, работает и новый газовый интерконнектор между Польшей и Литвой, то есть и со стороны Польши можно закачивать. Так что если каких-то суровых климатических сюрпризов не будет, то перезимуют. А если суровые климатические морозы будут, то тоже перезимуют, просто будут платить значительно выше. И что касается роста стоимости природного газа в Европе, то здесь нет ни происков со стороны России, ни происков со стороны Соединенных Штатов.
Напомню, что еще в 2011 году была разработана так называемая целевая модель европейского газового рынка. Вводить ее стали с 2019 года, мы видим результаты ввода. Эта целевая модель предусматривала отказ от долгосрочных контрактов, отказ от привязки к нефтяной корзине, ценообразование исключительно за счет торгов на газовых хабах. Ведущим хабом по объемам как физических, так и бумажных объемов газа стала голландская биржа TTF. Другой вопрос, что она принадлежит американским инвесторам, но это уже можно оставить за кадром. Пусть они там между собой разбираются, кто на этом зарабатывает. То есть ни Соединенные Штаты не пытаются поднять стоимость газа, ни Россия не пытается поднять стоимость газа. Что показывают торги, то они в результате и видят. Сейчас цены относительно мягкие, в пределах 360-380 долларов за 1000 кубометров. Европа очень гордится тем, что это уже не 2000 долларов, они молодцы. Я просто напомню, что до того момента, как вот эта целевая модель европейского газового рынка не начала работать, стоимость была в пределах 180. То есть рост всего в 2 раза, и они этим очень довольны. И я на всякий случай напоминаю, что не устающая гулять по просторам интернета версия о том, что Соединенные Штаты поставляют газ в Европу, действительности не соответствует. Модель американского газового рынка выглядит совершенно иначе. Работают они мощности, принадлежащие американским компаниям, в режиме ФОП, то есть с того момента, как СПГ отгружен в предоставленный покупателям танкер, зафрахтованный, собственный, без разницы, собственность заканчивается. Куда покупатель повезет этот СПГ, Соединенные Штаты не касаются вообще никак. Государства США не входят в число акционеров мощностей по сжижению природного газа, ни в одном случае диктовать железную волю, куда направлять СПГ, не получается. Да, собственно говоря, Соединенные Штаты это своей целью никогда и не ставят. Напомню, что условия работы на американском газовом рынке, приобретения природного газа, который далее подлежит сжижению на национальной бирже Henry Hub, здесь тоже никто цены не диктует, как они на торгах сложатся, так вы этот газ и приобретете. Дальше доставка до места сжижения, отдельно оплата самого технологического процесса сжижения. Здесь действует тот принцип, от которого Европа решила отказаться, он ей был неудобен, качай и или плати. Здесь сжижай и или плати. Вы оплатили аванс, то есть, если совсем грубо взяли в аренду мощности по сжижению, если решаете действительно перейти к процедуре сжижения, доплачивайте. Если не занимаетесь сжижением, аванс пропал. Вот, собственно говоря, все условия. Условия диктуются американскими банками, которые кредитовали все новые мощности по сжижению. Вот, соответственно, такой результат. И это принципиальное отличие от того же Катара, где СПГ идет на танкерах, принадлежащих государству Катар, где сжижение идет на заводах, где контрольный пакет у Катара, и где варианта перепродать газ в другое направление, то есть, допустим, низкие котировки на европейском рынке, какие-то европейские компании приобрели катарские СПГ и повезли его в Азию, где цены выше, здесь не получится. Катар аккуратно купленный вами газ доставит к указанному вами терминалу и никуда больше. Именно потому, что настолько мягко подходит к этой процедуре государства по имени Америка, то есть вы приобрели, дальше вы можете, не знаю, там отойти на 20 миль и вылить весь СПГ в море, пожалуйста, делайте, что хотите. Везите в Африку, в Азию, в Европу, куда вам вздумается. Имеете полное право. Понятно, что идти на авансовые платежи получается далеко не у многих. Если открыть базу данных Управления информацией при Министерстве энергетики Соединенных Штатов, сайт, кстати, открывается без всяких изощрений, единственное неудобство – английский язык. Каждая партия СПГ, ушедшая на экспорт, аккуратно фиксируется, кем приобретена, на каком судне ушла, а вот конечной точки никто не видит, потому что это никого не интересует в Соединенных Штатах. Поэтому в списке главных покупателей шорт-лист. Первое место французская компания Total Energy, второе место англо-британская Shell, третье место BP, ну и так далее, и так далее. Сами американские компании в первую десятку не вошли.
То есть для того, чтобы рассчитаться с банками, основанием для получения кредита являются долгосрочные контракты на приобретение газа. В этом случае риск у самих американских владельцев заводов по сжижению СПГ минимален. У них все арендовано, даже в том случае, если они ничего не будут сжижать, с банками они смогут рассчитаться. Вот и вся процедура. Рассчитывать европейским компаниям на то, что им удастся покупать необходимое им количество СПГ в Соединенных Штатах, ну, пока можно. Впереди, если верить прогнозам Министерства энергетики США, строительство новых и новых заводов, но будет ли достаточно газа для иностранных покупателей, сказать сложно. Совсем недавно мистер Трамп объявил какую-то огромную программу расширения вхождения Соединенных Штатов в отрасль искусственного интеллекта, все центры обработки данных, больших данных и так далее, и так далее. Это энергообеспечение для всех ЦОДов, киловатт-часы – это сырье. А это значит, что будет расти спрос внутри Соединенных Штатов на строительство новых газовых электростанций. И удастся ли Соединенным Штатам удовлетворять интересы иностранных покупателей и свои собственные и отрасли, так скажем, пока сказать сложно, будем наблюдать. Но Европа свой выбор сделала, ее вот такое положение дела устраивает. По-прежнему политика впереди экономики, по-прежнему лозунг «давайте отказываться от всех энергетических ресурсов из России». Но это их выбор. Мне кажется, что России в этой обстановке важно думать о собственном развитии, о направлении как природного газа в виде СПГ, так и природного газа по трубопроводным маршрутам, так и, соответственно, наращивание объемов газовой переработки. Насколько успешно мы будем с этим справляться, настолько успешно мы будем развиваться дальше. Борис Анедович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Я вполне традиционно призываю обращать больше внимания на Россию. Если вам действительно вот это направление кажется интересным, пишите в комментариях, с удовольствием откликнусь. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.